Натюрморт с персиками. Маша вернулась из школы вдохновленной. День был на редкость удачным. Группа сегодня смогла выполнить одну из сложных задач, поставленных учителями, требующую очень высокой согласованности всех участвующих в работе. Это открывало перед ними новые рубежи, и все учителя поздравили их с большим успехом. Зайдя на кухню пообедать, она обнаружила на столе изящно разложенные на блюде фрукты. И на ее лице расплылась широкая улыбка. Маша тут же послала мысленный привет маме, с которой всегда была на одной волне и чутко внимала не только ее словам, но и мыслям, всегда ощущая ту огромную поддержку и любовь, которой она была окружена с самого рождения, точнее, еще до него. Мама знала, что дочь не пройдет мимо такого прекрасного натюрморта и обязательно возьмется его писать. Такую натуру нельзя же просто взять и съесть, несмотря на ее замечательный аромат. И пообедав, она тут же приступила к делу. Место для живописи было давно оборудовано. Освещение в это время суток как раз благоприятствовало, и Маша с головой ушла в работу. Вернее, не совсем с головой, так как она привыкла слушать аудиокниги во время такой творческой работы. Заметив, как интересно и плодотворно сочетаются два этих занятия, бывало так, что внимание так глубоко сосредотачивалось на цвете и форме, на стремлении уловить все тонкие рефлексы и отражения на предметах, что на слух оставалось всего около 1% внимания. Но этот процент каким-то чудом вдруг позволял услышать и понять то, что раньше было недоступно, и Маша сознательно стала экспериментировать с таким занятием, озвучивая книги сама, разыскивая наиболее удачное исполнение чтецов или прогоняя через программу, переводящую текст в звуковой формат, нужные книги. Нарезала из имеющихся книг любимые отрывки и регулярно их прослушивала, чувствуя, как это обогащает ее. Чтение глазами и прослушивание аудиокниг активно дополняли друг друга, позволяя проникать в глубины смысла, запоминать нужные выражения и находить полезную для нее информацию. Она давно заметила, как по-разному воспринимается текст в различное время суток, в разном состоянии сознания, и старалась творчески использовать все возможности. Вот теперь чтение дополнилось аудиокнигами и весьма плодотворно. И даже на живопись высокие мысли древних и современных мыслителей накладывали свой глубокий отпечаток. Маша начинала чувствовать в них особую вибрацию, которую пока не могла достичь в отрыве от аудиокниг. Сегодня ей захотелось послушать сердце, и она с радостью погрузилась в ритм знакомого голоса, который так тонко отражал высокие мысли. Ищите и приобщайтесь ко всему тонкому, утонченному в веществе своем. Отложив кисть, записала она, размышляя параллельно, как живопись помогает приобщаться ко всему тонкому, наблюдательности, цветовосприятию и многому другому. В ее сознании уже выстраивался доклад о влиянии живописи на утончение восприятия человека. Работа получилась славной. Важно вовремя суметь остановиться. Картина была очень свежей, живой, энергичной. И хотя рука тянулась еще прописать тени, она отложила кисть и пошла за багетом. В кладовке стояло несколько вариантов под те размеры холстов, что всегда были под рукой и ждали очередных ее творений. Выбрав наиболее подходящий и закрепив холст, она присмотрела место на стене, где уже были готовы крепления, и, повесив работу, внимательно рассматривала ее с разных сторон. Очень даже очень. Мама будет в восторге, подумала Маша, чувствуя, какую взаимную радость приносит их игра. Вот же выдумщица у меня мама, какие умеет придумать творческие игры. Промчалась мысль в ее сознании, и она принялась готовить для мамы ужин, время от времени, бросая взгляд на картину.